Двери лифта закрылись, мелодично прозвонил невидимый колокольчик, и по табло поползли цифры. Движение кабины совершенно не ощущалось. «Мне здесь положительно нравится», – неуверенно пробормотал Милешин и уставился на свое отражение в зеркальной стене, выискивая складки или пылинки на костюме. Сердце продолжало испуганно стучать. Поиск несуществующих пылинок успокаивало, как и осознание того, что прическа идеальна, и из бородки не торчит ни единого волоска, а представительный вид серьезного 40-летнего мужчины представителен до идеального. Стальные листы кабины отрезали Алексея от вестибюля, напоминавшего морозильную камеру, стенами, декоративными квадратами и из матового металла и хромированной стойкой, больше уместной в больнице, чем в офисном центре, но его продолжало потрясывать от неожиданного холода. Кто включает кондиционер в сентябре, и странного взгляда двух охранников, одинаковых как отражение. Две пары рыбьих глаз, не мигая, уставились на Милешина, словно просвечивая все его нутро, так что у него все слова застряли в горле. «Направо лифт номер 3, 20-й этаж. Что, простите?» «Направо лифт номер 3, 20-й этаж». Охранник, стоявший справа, бесстрастно повторил и показал направление. Уже возле двери лифта Милешина поразила мысль, что его никто ни о чем не спросил. Видимо, у них здесь все строго по часам. Посетителей мало, и о них сообщают заранее. На табло выползла цифра 20. Снова колокольчик, и Алексей оказался в вестибюле близнецы первого этажа, только за стойкой торчала высоченная худосочная девица, бросившая быстрый взгляд на Милешина из-под огненно-рыжей копны растрепанных волос. «Алексей Милешин, да, мне назначена собеседа». «Да-да», совершенно бестактно перебили его, почему-то нахмурившись. «Сейчас подойдет наш специалист и проводит вас». «Однако и порядки у них тут», — подумал Алексей, с неодобрением уставившись на полупрозрачную блузку, совсем не скрывающую высокую грудь. «Нормальные порядки», — негромко проговорила девица, взяв телефонную трубку. «Что вы сказали?» – встрепенулся Милешин. «Нормальные порядки», – повторила развязная особа. «И блузка, кстати, из новой коллекции Джанни». «Джанни, он же умер, его застрелили, в новостях показывали». «Умер, но это смотря с какой стороны посмотреть. Рыжие волосы упали чадрой поверх ухмыляющейся личика. За спиной Милешина вежливо кашлянули. «Простите, что прерываю», — худощавый молодой человек низкого роста протянул руку Алексею, оторопело застывшему. Если внешний вид девушки еще можно было объяснить веянием современной моды, то юноша производил совсем странное впечатление, асимметричное, словно после прикосновения пореза, лицо такого болезненного вида, что кожа отсвечивала зеленым в холодном свете ламп. Мятый серый костюм «двойка», выглядевший так, словно в нем спали неоднократно, да еще надетый прямо на голое тело без рубашки. Не стоит так пялиться, может быть, тоже последняя коллекция и писк моды. Милешин почувствовал, как краснеет, поэтому, пожимая узкую ладонь, уставился в пол. Обуви на молодом человеке тоже не было. «Прошу за мной». Идя по пустому коридору вдоль ряда одинаковых дверей, Алексей уже не хотел никакого собеседования. Сердце продолжало прыгать в груди, в висках стучало, а ноги предательски заныли, и, обернувшись тяжеленными колодками, которые можно только волочь еле-еле по багровому ворсу коврам. «Сюда, пожалуйста». Специалист открыл дверь, слегка поклонившись. Сердце Милешина уже просто выгибало ребра изнутри, он лихорадочно оглянулся, коридор тянулся в обе стороны, напоминая пищевод. Вот так есть пищевод. Почему здесь так тихо? Хорошая звукоизоляция, работа по расписанию. Неожиданно юноша толкнул Алексея сзади. Споткнувшись о порог и чуть не упав, Милешин повернулся к нахалу, готовый разразиться гневной тирадой, но за его спиной уже никого не было. «Проходите, Алексей Владимирович, садитесь, у нас мало времени». В квадратном кабинете с голыми стенами не было ничего, кроме стола с компьютерным монитором и кресла перед ним. Специалист необъяснимым образом переместился и сидел на краешке стола, приветливо улыбаясь, указывая на кресло. «Садитесь». Страх с новой силой насел на Алексея, не давая вдохнуть. Ему захотелось немедленно убежать отсюда, прочь из этого странного пустого офиса с не менее странными людьми, занимающимися наймом. «Садитесь», – с нажимом повторил юноша,
поверьте, что работа, которую мы предлагаем, стоит минуты вашего внимания. Итак, вы соискатель на должность дворецкого в загородном владении, продолжил специалист. Когда Алексей устроился в жестком неудобном кресле, заставившем сидеть выпрямившись, впечатляющее резюме, нас особенно восхищает знание немецкого языка, и все ваши рекомендации отменные. Рука Алексея дернулась к внутреннему карману, застыв на полпути. «Я не высылал рекомендаций». Молодой человек расхохотался, запрокинул голову и расстегивая пиджак. На его груди Алексей заметил две татуировки в виде египетского скоробея над сердцем и какой-то сложный иероглиф в яремном ямке. «Вы не похожи на специалиста по найму домашнего персонала. Приходится заниматься посторонней работой, если босс того желает», – подмигнул специалист, разворачивая монитор. На экране Алексей увидел дом, напоминающий скорее английский замок какого-нибудь аристократа. 80 комнат, 12 человек персонала, сад, оранжерея, проживание там же, крылья для прислуги, работа без выходных, очень тяжелая, скажу вам. Алексей вяло улыбнулся, сдерживая стук зубов. Тяжелая работа обычно означает достойную оплату. Естественно, оплата будет достойнее любой другой, которую вам могут предложить в этом мире. Криво усмехнулся специалист. Изображение дома сменилось изображением гостиничного номера. У Алексея отпала челюсть, когда он увидел себя, входящего в дверь и ведущего за руку мальчика лет 13. Антон Зайцев, 12 лет, семья неполная. Пользуясь его нуждой в деньгах, вы неоднократно совершали с ним действия сексуального характера. Алексей вскочил, сжав кулаки. Сидеть специалист моментально оказался возле него, толкнув Милешина в грудь. От толчка Алексей упал обратно в кресло, ударившись затылком о жесткую спинку. «Так, на чем мы остановились? Зайцева вы пользовали за деньги, но потом он попал в колонию, и вы принялись искать нового Эфеба. Крупный план кровати с двумя извивающимися голыми телами сменился сквером возле какого-то здания с колоннами. Михалков Сергей, 11 лет. Вы его на машине пообещали покатать, правда?» Алексей снова попытался встать, но две руки твердые, что стальные поручни легли на его локти, не давая двинуться. «Мальчике нравится», специалист приблизил лицо, словно собираясь поцеловать Милешина, а потом с размаху ударил его лбом в нос. Схватившись за лицо, чувствуя, как потекла кровь, Милешин взвыл, а потом получил удар в солнечное сплетение, опрокинувший его на пол. «В принципе, нам ваши похождения были бы неинтересны, извращенцев так много, что мы порой не знаем, куда складировать», – донесся до него голос специалиста. «Но вот ведь незадача». Босая ступня пнула Алексея в бок, заставив перевернуться на спину, а потом его подхватили и вернули обратно в кресло. Вот незадача, фигурка специалиста смазалась из-за выступивших слез. «Двоих-то своих партнеров вы убили, Алексей Владимирович». Алексей замер, прижимая руки к лицу, закусив ладонь, чтобы не заорать. Молодой человек взял со стола платок и начал осторожно вытирать лицо Алексея. Что в этот момент показывал проклятый монитор, Алексей не видел, но догадывался, что это полузаброшенная дача его старинного университетского друга. «Ага», – кивнул специалист, – «и поверьте, я вам могу прямо сейчас показать место, где вы их зарыли. Больше того, на эту неделю у вас запланирован еще один эксерсайз дамор, который грозит перерасти в третий спрятанный на чужой даче труп». «Кто вы?» – прохрипел Алексей, отстраняясь. Специалист ласково улыбнулся, а потом отвернулся к монитору. Милешин увидел оживленную улицу и себя, переходящую улицу. Визг тормозов, синий седан. «Что это? Сегодня 18:06. Отправьтесь вы на собеседование в агентство Prime. Как изначально планировали, вас бы сбила машина на перекрестке Горького и Знаменной, и вы уже развлекали бы моих коллег в Нижнем мире своими жалкими раскаяниями и просьбами о пощаде. Кто вы?» Специалист улыбнулся еще шире. «Вы странно туповаты для своих рекомендаций, Алексей Владимирович. Да ладно, спишем на шок и на мою неотразимость, поразившую вас в самое чрево. Ваша оплата будет заключаться в возможности отсрочки от знакомства с вашей посмертной участью. Вы будете продолжать топтать землю, дышать с воздухом и наслаждаться жизнью без боли». Закатив глаза, специалист потянулся почти без боли. «Ну что, по рукам?»
Милешин кивнул, не в силах вымолвить ничего пересохшим ртом. Юноша отвернулся к столу и поднял телефонную трубку. 43-й этаж, 8-3, заявка на вакансию дворецкого Кайлхау. Пришлите Вирмов с типовым договором, соискатель не сведущ. Милешин вскочил и бросился к двери, яростно дернул ручку и вывалился в коридор, который больше не был пустым. Двери хлопали, впуская и выпуская фигуры, поначалу показавшиеся Милешину полупрозрачными. Денирм Арх. Взглянув в лицо остановившимся вопрошающим, Милешин почувствовал мягкий удар в затылок и начал оседать на пол. В груди начала разливаться жгучая боль. «Друг мой, так не пойдет!» Голос специалиста разорвал мутную пленку, окутавшую Алексея. Сначала договор, осталось всего-то формальность, а потом уже умирайте сколько хотите. Милешин почувствовал, как кто-то стаскивает с него пиджак, рвет рукав рубашки, легкий укол на локтевом сгибе и что-то длинное и тонкое в своей правой руке. «Держите ручку, и вот тут я подержу вас за запястье и за локоток», – зашептал специалист ему прямо в ухо. «Будьте умницей, вы же не хотите прямо сейчас уйти вот с ним вниз». Алексей попытался замотать головой, что-то промычал и сделал несколько движений кистью, после чего оступившая была пелена схлопнулась вокруг него непроницаемым коконом обморока.